Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как можно увеличить свой дебаф. Начнем, как всегда, с Академии. Вкладка «Продвижение». И здесь мы видим исследования, которые уменьшают защиту вражеского стрелка, например, или пехотинца. То есть мы видим исследования, которые увеличивают наш дебаф. А также у нас в художественном зале есть сокровища искусств. Одно – это флаг Золотого Орла, который дает нам дебаф, увеличивает наш дебаф. Также у нас есть сокровища цивилизации. Некоторые сокровища цивилизации увеличивают наш дебаф, при том, что нам достаточно ими владеть и не обязательно активировать. То есть, вот, к примеру, символ державы, уровень 3, атака вражеской осадной машины минус 25%. То есть, у меня оно уже разблокировано и уже дает дебаф. Если мы его будем использовать, то оно нам еще и будет увеличивать скорость лечения. Сокровищ цивилизации не одно, их несколько, те, что дают дебаф. Так, вражеского всадника. Так, вражеского стрелка. Так, вражеского солдата. Защита солдата, уже солдат. То есть все это увеличивает наш дебаф. Также есть украшения замка, которые несущественно, скажем так, увеличивают дебаф. К примеру, защита вражеского солдата минус 5% для чемпионов. В общем, несущественно, поэтому. Но если он у вас есть, то, конечно, его нужно использовать. Так, вражеская осадная машина минус 10%. Также у нас есть дракон, но он больше подходит для марша, скажем так. То есть, да? Ну, в принципе, если его поставить на... Я думаю, что если его поставить на генерала, который будет находиться в почему городе, то он тоже будет увеличивать ваш дебаф. Также у нас есть активный навык, для которого нам необходимо понижать защиту всех отрядов на первом уровне 0,4%. Для него нам необходимо улучшить дракона до 10 уровня. До 10 уровня, чтобы разблокировать этот навык. Также у нас есть генералы. Которые увеличивают наш дебаф. Я не буду рассматривать всех генералов. Рассмотрю тех, которые, на мой взгляд, являются более хорошими. Скажем так, более актуальными. Может быть, даже так. Начнем мы с легкодоступных генералов, которых можно приобрести в таверне, либо, по-моему, некоторых собрать можно в реликвии или вытащить из сундука. К примеру, Арминиус, он снижает уже вражеской пехоты и конницы, и атаку вражеских стрелков и осадных машин. Это очень хороший дебаф, очень нужный. Понижение ОЖ, очков жизни пехоты и конницы, и понижение атаки стрелков и осадных машин — это хороший показатель.
Также у него есть специальность, которая добавляет дебаф. Также его можно пробудить, добавить ему дополнительных 5 звезд. Вот. Также у нас есть Эндрю Джексон. Это тоже очень хороший генерал для дебафа. Он уменьшает атаку вражеских стрелков, уже вражеских всадников. Также его можно пробудить и в специальностях он тоже дает дебаф. Это, на мой взгляд, два самых приоритетных генерала из тех, что можно легко получить, легко достать. Нерон снижает уже вражеских войск на 15%. И если его пробудить, также он будет снижать уже вражеских войск. Ну, больше одного я бы не ставил. Уменьшает атаку вражеских войск Гарольд. Я думаю, что это не очень хороший генерал для дебафа, на мой взгляд. Я бы использовал Арминиуса и Эндрю Джексона. Давайте теперь рассмотрим других генералов, которых мы можем достать, которых уже более сложно получить. Либо из каких-то событий. Иногда нам игра подкидывает листок эпического генерала. Либо, сами знаете, из пакетов. Константин. Уменьшает атаку вражеской пехоты и вражеских всадников. Это довольно неплохой генерал. Скажем так, только за счет генералов мы не сможем очень сильно понизить вражескую атаку. Мы сможем это сделать преимущественно за счет вещей ахаманидов. Так, вражеской пехоты и конницы. Да. Что у нас тут есть еще? Таких из хороших. Так, у нас есть... Да, вот Кнут Великий. Это, пожалуй, один из моих любимых генералов. Он уменьшает атаку вражеских стрелков и уже вражеской пехоты и всадников. Также, если его пробудить, будет уменьшать атаку стрелков и осадных и защиту всадников пехоты. Также уже это очень хороший генерал, на мой взгляд. Так, кто у нас еще? Марк Антоний. Тоже очень хороший генерал. На мой взгляд, он уменьшает атаку вражеских стрелков и уже вражеских всадников и пехоты. Также, если его пробудить, он будет уменьшать защиту и уже вражеских всадников и пехоты. Если вкратце. Это очень хороший генерал. Мне он очень нравится. Также у нас есть Дэвид Фарагут. Снижает атаку стрелков и осадных машин на 10. И защиту всадников и пехоты на 20. Если его пробуждать, то он будет понижать
стрелков и осадных, защита вражеской пехоты и всадников, защита пехоты и всадников, защита уже стрелков и осадных машин. То есть он тоже очень хорошо понижает защиту и очки жизни. Также атаку осадных машин и стрелков. Так, то у нас есть еще. Йон Кесамун. Уменьшает атаку всех вражеских войск на 10 и атаку пехоты на 30. Также уменьшает защиту вражеской пехоты и всадников. Их уже защита пехоты и всадников. Уже всадников пехоты. Тоже хороший генерал. У меня такого нет, но если он мне выпадет, я обязательно его оставлю. Амр ибн аль-Ас. Здесь, насколько я помню, опечатка в описании. Ее, по-моему, до сих пор не изменили. У нас уменьшает атаку вражеских стрелков и осадных машин на 15%. Это, по-моему, правильный перевод. И атаку вражеских войск на 25%. Уменьшает он, насколько я помню, не атаку не вражеских войск, не всех, то есть, а атаку пехоты на 25%. Хороший генерал. Дарий первый. У меня такого нет, но я обязательно его оставлю, если он вдруг выпадет. Езжает атаку вражеских пехот на 35 и уже вражеских всадников и пехоты на 20. Защиту я уже понижает всадников и пехот. Очень хорошо. Король варваров севера. Уменьшает атаку вражеских стрелков на 30 и защиту всех врагов на 10. Уже вражеских войск, уже вражеских стрелков осадных. Защита стрелков осадных, защита вражеской пехоты, атака вражеских стрелков осадных. Атака вражеских всадников, уже вражеских пехотинцев. Ну, это тоже очень неплохой генерал. Неплохой, но возможно, я его поменяю в дальнейшем. У нас тут еще, по-моему, так вот я пропустил, по-моему, кого-то. Флавий Аэций. Уменьшает атаку вражеских осадных машин на 20 и уже пехоты на 20. Так, вражеских стрелков осадных минус 5, защита пехоты минус 10. Уже минус 10. Так, стрелков. Тоже неплохой, но я бы его не стал ставить. Это Болдуин 4. Где у нас? Вот он. Я мог его пропустить. Болдуин 4. Понижает атаку вражеских стрелков на 30, атаку осадных машин на 20. Немножко защиту уже. Если рассмотреть моих генералов, то я отдаю предпочтение Болдуину. У меня их, конечно, не так много генералов. Константин, король варваров, Кнут,
Линкольн и Помпей — это намеренное время для добычи золота. Чарльз Мартель — это для строительства подчиненного города. Также есть Амр ибн Аль-Ас, Арминиус и Марк Антоний. Марк Антоний. Кстати, вот не помню, говорил про Марк Антоний или нет. Мешает атаку вражеских стрелков на 35, уже вражеских всадников, пехота на 10. Тоже очень хороший генерал. Перейдем к снаряжению. Снаряжение хаманидов нам на первоначальном уровне дает, к примеру, вот кольцо дает дебаф вражеского пехотинца, уже вражеского пехотинца и уже вражеского всадника минус 20%. Это не, это, то есть это без звезд, то есть не улучшенное кольцо. Да, вот улучшенное кольцо будет давать дебаф уже вражеского пехотинца и всадника минус 40%. То есть это 5 звезд. Кольцо уже с 5 звезд. Также у нас тут есть лук. Снижает атаку вражеской осадной машины. Уже вражеского пехотинца, защиту вражеского пехотинца. Уже вражеского пехотинца. Уже вражеского стрелка. Понижение. Еще у нас есть доспехи. Экипировка цивилизации. Что такое? Ну, это очень дорого, конечно. Есть у нас тут какая-то... Которая, да, тоже дает дебаф. К примеру, вот сапоги Августа. Это, по-моему, целый сет, который, да, дает неплохой дебаф. Но мы его не будем рассматривать, потому что это очень дорого. Какой дебаф нам более, скажем так, важен, на мой взгляд? Кроме, что так. У меня еще вещей ахаманидов мало, поэтому мой дебаф не достигает 50%. Здесь мы видим, что нас атаковали стрелками. Вот, и здесь мы видим атаку. 1500. Защита 1100. Уже 1018 у противника. Здесь мы видим наш дебаф против стрелков, соответственно. Как я уже говорил, вещей ахмадитов у меня мало еще, и поэтому я не смог достичь дебафа в 50%. Дебаф у меня составляет всего 3,65%, а атака у противника 1500. Как мы знаем, дебаф не может составлять больше 50% от бафа противника. Но нам необходимо достичь эти 50%. Какие параметры важнее для
дебафы, чтобы, скажем так, универсальные, чтобы защитить ваш замок от атаки, либо преуспеть в атаке вражеского замка. То есть обнулить замок игрока с одного удара, либо нанести повреждение больше, чем составят ваши потери. Вам необходимо иметь доминирующий баф и сильный дебаф, чтобы заработать больше точек, чем потерять. Ну, то есть, к примеру, если сила вашего марша будет 200 миллионов, и вы ударили какой-то равный вам замок по силе или чуть сильнее, и вы уменьшили силу врага на 500 миллионов, а потеряли 200, это хорошая атака. А если вы, соответственно, ударили и потеряли 200, а уменьшили силу врага на 100 миллионов, то это плохая атака. Вот. Но я думаю, все это и так понимают. Поэтому, чтобы иметь определенный успех, нам необходимо уменьшить атаку дальнобойных. Давайте на другом примере покажу. Чтобы иметь определенный успех, вам необходимо уменьшать атаку дальнобойных войск. То есть это осадные машины и стрелки. Чтобы они, так как мы знаем, что дальнобойные войска начинают атаку первыми, чтобы они нанесли как можно меньше повреждений за один ход, за раунд вашим войскам, которыми вы атакуете. И также, чтобы иметь определенный успех, нам необходимо понижать уже и защиту пехотинцев и всадников противника, если мы атакуем замок. Также важный параметр — это очки жизни стрелков и очки жизни осадных машин. Соответственно, если мы хотим защититься, нам эти параметры нужно применять в противоположную сторону, то есть увеличивать их за счет бафа. Ну и, соответственно, ваш баф должен быть доминирующим. То есть даже с учетом бафа и дебафа. Также нужно учитывать остальной баф. И в данном случае мой баф для дальних войск составлял 50%. Дебаф для дальних войск составлял 50% противника. Также нужно учитывать другие дебафы. К примеру, если мы понижаем защиту, то мы увеличиваем, даже не увеличиваем, а даже, можно сказать, увеличиваем наш наносимый урон. Имея доминирующий баф и хороший дебаф, очень хороший дебаф, мы смогли обнулить
противника с одного удара. Всем спасибо.